6 лет назад я выпустил видео, которое должно было стать шуткой. Я на полном серьезе доказывал, что Артас Менетил настоящий отец Андуина Рина. Мы посмеялись над цветом волос, над таймлайнами, покрутили пальцем у виска и забыли. Я думал, что это просто забавная теория заговора и игра воспаленного воображения. Но сегодня, когда финал войны внутри уже позади, а мы стоим на пороге Midnight, мне уже не смешно. Потому что я был прав, и не в том, что Артас биологический отец Андуина. Генетика Вариана здесь все-таки неоспорима. Но психология оказалась страшнее любой генетики. Андуин Рин — это духовный сын Артаса, который прошел след в след по пути падшего принца. Он пережил те же искушения и ту же изоляцию и ту же тьму. Сегодня я докажу вам это без ДНК-тестов. Мы откроем книги Кристи Голден, мы поднимем забытые рассказы, чтобы поставить окончательный диагноз. Садитесь поудобнее, это будет больно. Но вместо длинной интеграции, короткий привет всем героям Азерота от сервиса WoW Loot. Команда WoW Loot поздравляет вас с новым 2026 годом и желает поменьше вайпов, побольше критов и чтобы ваш персонаж стал настоящей легендой своего сервера. У ребят на сайте куча товаров и внутриигровых услуг по WoW, а самое главное, открыт предзаказ на коллекционное издание Midnight с ключом для российских аккаунтов. Так что обязательно заглядывайте к ним на сайт по ссылке в описании. Давайте вернемся к истокам. Кем они были? Два золотых мальчика, два принца, на которых смотрел весь мир. В романе Кристи Голден «Артас. Восхождение короля Лича» мы слышим внутренний монолог юного Менетила. Он думает: я должен быть идеальным, я должен быть сильным, я не имею права на ошибку, иначе я подведу всех. Это синдром отличника, возведенный в абсолют. А теперь посмотрите на Андуина. Всю жизнь он жил с точно такой же мыслью, но его трагедия была глубже. Его родной отец Вариан Рин был гладиатором, волком, лагошем, воплощением ярости и силы. В книге «Волчье сердце» есть страшные моменты, где Вариан смотрит на мягкого дипломатичного сына и чувствует разочарование. Он считал доброту Андуина слабостью. Андуин рос в тени отца-героя, которому он физически не мог соответствовать. И когда свет не давал ответов, Андуин начинал заглядывать за грань. Многие забыли, но еще в туманах Пандарии Андуин использовал контроль разума на агенте Ширэу, заставив его говорить против воли. Позже Вариан был в ярости не только из-за побега Андуина, но и из-за методов, которые тот применял. Он кричал: «Ты применил магию тьмы к моим людям?» Это подчеркивает, что Андуин — жрец послушания, баланса света и тьмы, а не просто святоша. А в книге Shadows Rising «Восход теней» есть страшная сцена, где Андуин допрашивает шпиона Сильваны. Он теряет терпение, ударяет его чистой магией бездны, и в тот момент он почувствовал не отвращение, он почувствовал силу, он посмотрел на свои руки и понял: тень отзывается в нем. Ничего не напоминает. Артас в Стратхольме сказал: «Я охотно понесу любое проклятие, лишь бы спасти свою родину». Это проклятие спасателя. Уверенность, что ради благой цели можно использовать грязные методы. Артас взял Фростморн не ради власти, он взял его, чтобы спасти свой народ. Андуин начал играть с бездной в битве за Азерот тоже не ради зла, а ради спасения. Психологический портрет здесь идентичен. Я пожертвую своей душой, но спасу вас. Но самое жуткое сходство начинается после их падения. Артас ушел в ледяные пустоши Нордскола, чтобы потерять себя. Андуин после Shadowlands ушел в пустоши Азерота, чтобы забыть себя. В рассказе «Родные земли», который вышел перед войной внутри, описывается этот период. Андуин скрывает свое имя, он работает на простой мельнице, таскает мешки, чинит крыши. Он пытается стать никем. Почему? Потому что он боится. Но самое страшное случилось потом. На эту мельницу напали бандиты, обычные мародеры, которые думали, что перед ними простой батрак. И в этот момент Андуин переключился. В рассказе описывается, как он вступил в бой. Это была не самооборона, это была мясорубка. Он двигался с пугающей легкостью, он не думал, куда бить, его тело само знало, как убивать максимально эффективно. Это была та же грация смерти, с которой когда-то Артас шел с Фростморном сквозь ряды эльфов Кельталаса. Андуин вырезал их всех, хладнокровно и быстро. Но в этой бойне был ранен его друг, старик-мельник, который дал ему приют. И вот здесь ловушка захлопнулась. Андуин, стоя посреди трупов, упал на колени. Он наложил руки на рану друга, он взмолился, он закричал, призывая свет. Но свет не ответил ему. Его друг умер у него на руках, пока Андуин, величайший жрец Азерота, смотрел на свои окровавленные ладони.
Вы понимаете эту иронию судьбы? У него есть сила, чтобы убить десяток врагов за секунду, но у него нет силы, чтобы спасти всего одну жизнь. Это и есть проклятие Артаса. Король Лич тоже мог поднять армию мертвых, но не мог вернуть к жизни тех, кого любил. Именно в этот момент на этой проклятой мельнице Андуин окончательно поверил: «Я больше не жрец, я сама смерть». В Shadowlands с ним произошло то, что называется интеграция тени. Да, Артас взял меч добровольно, а Андуина заставили. Но результат был один. В синематике Shadowlands Сильвана сказала ему: «Мы с тобой похожи, мы оба оружие». Андуин убивал, его руками творили геноцид в Бастионе. И самое страшное, в чем он признается позже, ему это понравилось. Та пьянящая сила, то чувство всемогущества, которое давал ему тюремщик. Часть Андуина наслаждалась этим, и именно эта часть и есть так называемый сын Артаса внутри него. Посмотрите на него в трейлере, этот тремор, этот взгляд затравленного зверя. Горошадский крик в книге «Военные преступления» предсказал это. Тогда он сказал Андуину: «Ты так похож на него, маленький принц, на другого белокурого принца. Посмотри, чем он закончил». Тогда Андуин испугался. Сейчас он живет в этом кошмаре. Он уверен, что осквернен, что он больше не достоин света. В психологии это называется ПТСР и токсичный стыд. Он смотрит в зеркало и видит там короля Лича. Но если вы все еще думаете, что это лишь мои домыслы, посмотрите на оружие. Blizzard – мастера визуального повествования. Они ничего не делают просто так. В Shadowlands тюремщик не просто дал Андуину какой-то темный меч. Он взял Шаламейн, символ единства и света, и перековал его в то, что получило имя Королевская скорбь. Посмотрите на дизайн. Руны, свечение, эфес – это не просто меч, это визуальный клон Фростморна. Когда Андуин шел по бастиону, он не просто убивал, он вытягивал души. Меч голодал точно так же, как голодала ледяная скорбь. Андуин носил в руках проклятие своего духовного отца. Он физически ощущал тот же голод, что и Артас. Но правда оказалась еще страшнее. Это был не просто похожий меч. Внутри Кингсморна пульсировал осколок настоящей души Артаса Менетила. Тюремщик не случайно выбрал именно его. Он понимал, чтобы сломать Андуина, нужна не грубая сила, нужен ключ, и этим ключом стал Артас. Только падший принц Лордерона смог взломать код принца Штормграда. В тот момент, когда Андуин поднял этот меч, они буквально стали одним целым. Две стороны одной монеты. Две души, слитые в едином сосуде скорби. Артас – это Андуин, который сдался, а вот Андуин – это Артас, который все еще борется. Это буквально один персонаж, разорванный временем и выбором надвое. И если копнуть еще глубже, то становится совсем страшно. Ведь Артас тоже не был первым. Вспомните, чей голос шептал ему через ледяную скорбь. Голос Нерзула. А кем был Нерзул? Злодеем? Нет же, он был старым шаманом, который хотел спасти свой народ. Он хотел увести орков от рабства легиона, открыл порталы и разорвал свой родной мир, Дренор, превратив его в запределье. Вы видите этот чудовищный узор? Нерзул уничтожил планету, пытаясь ее спасти. Артас уничтожил королевство, пытаясь его спасти. И Андуин встал в этот же ряд. Он третий в этой династии проклятых спасателей. Это не просто совпадение, это карма, которая преследует тех, кто берет на себя роль бога и решает, кому жить, а кому умереть ради высшего блага. Тюремщик знал, на что давить, он искал именно этот психотип и нашел его в Андуине. Но еще страшнее реакция свидетелей. Джайна Праудмур – единственный человек в Азероте, который знал и любил настоящего Артаса, и который стал тетей и наставницей для Андуина. Вспомните ее лицо в рейде Гробницы Предвечных. Вспомните ее крики. Она плакала не потому, что Андуин стал врагом. Она плакала, потому что снова увидела Артаса. Для Джайна это был оживший кошмар. Она видела ту же походку, те же доспехи, ту же безжалостность. В тот момент для нее и для нас они стали одним целым. Если даже Джайна, величайшая волшебница, не смогла найти 10 отличий, то, может быть, их и правда не было. И еще одна деталь, от которой у меня мурашки по коже. Вернемся немного назад в битву за Азерот. Осада Лордерона. Андуин входит в тронный зал Теренаса Менетила. И мы видим ровно тот же ракурс, что был в синематике Warcraft 3, когда Артас шел убивать отца. Андуин встает ровно на то место, где стоял Артас. И Сильвана, сидящая на троне, говорит ему, что он так похож на него.
Blizzard готовили нас к этому годами. Они ставили Андуина в следы Артаса кадр за кадром, чтобы проверить, сможет ли он сойти с этой проклятой тропы. В тронном зале Лордерона Андуин сдержался, но в Таргасте Таргаст сломал то, что устояло в Лордероне. И вот мы подходим к финалу, к моменту, где судьбы отца и сына расходятся. В сюжете «Войны внутри» в Тайносводье происходит ключевой перелом. Андуин встречает Феррин Лотар, девушку, которая потеряла руку, потеряла глаз, но не потеряла веру. Она становится его зеркалом. Она показывает ему, что героизм – это не отсутствие тьмы, это действие вопреки ей. В финале сюжета Андуин совершает свой прыжок. Вспомните Вариана на расколотом берегу. Он прыгнул в толпу демонов, чтобы пожертвовать собой ради спасения Альянса. Он прыгнул, чтобы умереть. Андуин тоже прыгает в толпу нерубов. Но он прыгает, чтобы жить. В этот момент он перестает быть жертвой. Он перестает быть копией Артаса. Свет возвращается к нему не потому, что он очистился, а потому, что он принял свою тьму. Он понял: да, я могу убивать, да, я чувствовал кайф от власти, но я выбираю не делать этого. Посмотрите на этот кадр. Это уже подводка к дополнению Midnight. Андуин стоит у солнечного колодца, место, которое осквернил Артас. Артас принес туда смерть, чтобы воскресить Кел'Thuzада. Андуин стоит там как защитник. Он сказал нам: это тяжкое бремя, но было бы еще тяжелее, если бы мы отказались от него. Круг замкнулся. Там, где Артас уничтожил свет, его духовный сын этот свет защищает. Он все-таки окончательно победил своего внутреннего демона. А теперь давайте выключим Warcraft, потому что эта история не про эльфов и не про мечи. Она про нас. Я знаю, что моя аудитория – это на 90% мужчины, и я знаю, что тема отцов и детей для нас – это минное поле. У кого-то отец был тираном, как Вариан, требуя быть мужиком. У кого-то отца не было вовсе, а у кого-то отец был Артасом, человеком, который совершил ошибки, сломавшие жизнь всей семье, с алкоголем, гневом и последующим уходом. И я знаю этот липкий холодный страх. Страх подойти к зеркалу в 30 лет и увидеть там его. Увидеть его морщины, услышать его интонации, когда ты кричишь на своих детей. Почувствовать ту же ярость или ту же слабость. Мы все боимся стать своими отцами, мы боимся, что это у нас в крови, что это фамильное проклятие. Вот вам красная таблетка от лунного монаха. Генетика – это не приговор. Андуин доказал это. Он носил в себе тень Артаса и кровь Вариана, но он стал Андуином. Судьба Артаса – это выбор. Он выбрал заглушить совесть. А вот твоя боль, твой страх повторить ошибки отца – это и есть доказательство того, что ты не он. Пока тебе больно, пока тебе стыдно, ты жив, и твоя совесть жива. Не бойтесь своей тьмы, примите ее, как это сделал Андуин в Тайносводье. И выберите свет не потому что надо, а потому что это ваш выбор. Был ли я прав 6 лет назад про то, что Андуин сын Артаса? Да, Артас – отец его страхов, а Вариан – отец его крови. Но королем стал тот, кто перестал быть просто сыном и наконец-то стал самим собой. Напишите в комментариях, знакомо ли вам это чувство борьбы с наследием родителей. С вами был лунный монах. Свет гаснет, но маяк продолжает гореть. До встречи в следующем видео.